Уже как вовсю идет мажор в Остине, а разработчики все чинят свои косяки. Поэтому выпускают уже второе по счету обновление на этой неделе, которое весит 22 мегабайта. Поговорим о нем, о последних новостях и утечках. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Несмотря на то, что у разработчиков был месяц подготовить все материалы к предстоящему мажору для CS2, естественно, не могло обойтись без кучи косяков. На этот раз они забыли в стриминговое окно поставить правильный логотип оператора. Вместо Бласта первый день мажора прошел с рекламой PGL, что, собственно говоря, данное обновление и исправило, подтянув в стиле панорамы. Ну и так вышло, что сегодня еще и помимо обновления сменились еженедельные миссии, которые потихонечку начинают вымораживать. На этот раз нужно одержать победы в раундах на карте Юра. Либо 7, либо 15. И я очень надеюсь, что с эксклюзивными миссиями разработчики долго тянуть не будут, учитывая то, что если вы следили за роликами, уже всплывала информация о них. Ну и так как уже прошли первые матчи на турнире, уже можно приобрести первые сувенирные комплекты. Однако, я думаю, все будут ждать плей-оффа, дабы получить особые с брелками. Также забыл упомянуть, что Valve под шумок добавили в игру ключ от коллекции Трейна. Данный предмет предназначается создателям скинов, и разработчики что-то вспомнили об этом только при старте самого турнира, хотя коллекция находится уже как 2 месяца в игре. Ну и как говорится, пока разработчики и некоторые игроки сфокусированы на мажоре, в CS2 снова отключили Вакнет. Произошло это еще вчера вечером, по крайней мере тогда заметил лично я. И есть еще небольшая вероятность, что его не совсем отключили, а лишь снизили параметры, за которые можно получить Вак-Лайф. Подобные махинации происходят уже не в первый и даже не во второй раз. И пока неизвестно, что же разработчики такое делают. Кто-то утверждает, что происходит обновление оборудования, ну а кто-то думает, что просто все полетело. Однако не советую некоторое время заходить в соревновательные режимы, если, конечно, не хотите, чтобы у вас сгорела жопа. Ну а напоследок информация, которую пока что воспринимайте как слух. В последнее время некоторые аккаунты в игре стали получать блокировки патруля. Да-да, он на самом деле работает, но непонятно для кого. Однако ходит слушок, что разработчики хотят изменить немного политику и дизайн самого патруля, и на данный момент просто тестируют данные обновки. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!